2Т-116, вот уж точно знаковый локомотив эпохи. Он хорошо визуально знаком даже тем, кто далек от железной дороги. Такой большой, грозный и могучий. Сегодня в проекте «Железнодорожные». В этом выпуске измеряем обхватом диаметр поршня дизеля тепловоза 2Т-116. Впитываем эстетику заброшки, пытаемся разобраться в кличках и модификациях. Это завершающая серия цикла о знаковых локомотивах эпохи, который мы подготовили к 180-летию железных дорог России. В предыдущих сериях мы уже рассказали вам об электровозах ЧС-2Т и ЧС-200, тепловозе Машка М-62. Конечно, знаковые локомотивы на этом не заканчиваются, мы обязательно будем рассказывать про них и далее. Тем более, что серии эти пользуются хорошим спросом у зрителя. Работы по созданию 2Т-116 начались в августе 1970 года, а в марте 1971 2Т-116 за номером 001 уже вез сверхплановый эшелон угля в столицу к 14-му съезду партии. Вот архивное фото этого красавца. Кажущаяся быстрота выхода тепловоза на линию обманчива. Ей предшествовала двухлетняя работа с опытным тепловозом серии Т-109. Многие конструктивные решения и элементы были позаимствованы от этого тепловоза. 2Т-116, как следует из названия, двухсекционный локомотив Луганского тепловозостроительного завода с одной кабиной управления в каждой секции, каждая мощностью по 3060 лошадиных сил. Секции скреплены между собой стандартной автосцепкой СА3. Вообще, все, что касается цифр при разговоре о 2Т-116, поражает. Особенно если цифры умножать на 2 и озвучивать уже за 2 секции. Так, этот тепловоз может взять на борт песка 2 тонны, масла 2 тонны, воды 2,5 тонны и 14 тонн топлива. Еще бы, расход порядка 1,5 тонн на сотню. Впрочем, данные эти условные и, конечно, сильно зависят от сцепного веса и профиля пути. Вес двух секций тепловоза 276 тонн. Опачки! Опа! Дяденька, пусти теперь ночевать. Вот она, кабина управления 2Т-116 и пульт управления. Вот контроллер, руль, все такое, тоже олдскульное, но до изящества ЧС-2Т этому, конечно же, пульту далеко. Ну что, запустим дизель, как мы любим. Не запускается. Но, впрочем, дизель мы уже запускали и ранее, тут не будем повторяться, нечем вас удивлять. А вот что здесь интересно, то что здесь лобовые ветровые стекла наклонены под отрицательным углом. Тому есть ряд причин. С одной стороны, такие стекла — это дань моде. Вспомните американские машины 60-х, или вот посмотрите на французский электровоз Мистраль тех же лет выпуска. С другой стороны, тут и практическая подоплека. Меньше бликов от солнца, встречных поездов, а ночью в стекле не отражается подсветка приборов. Кроме того, хорошо видно место сцепки, а зимой, говорят, легче бороться с обледенением. Вон какая штукенция. Опа, вентиляция. Двигатель-то мы запускали, а вот по машинному отделению мы еще не гуляли. Оно сейчас заглушено. Вот как раз специальные перчатки с распродажи, потому что тепловоз такое дело, потом руки вообще не отмыть. Опа! Ой! Ой-ой! Осторожно, смотрим под ноги. Огромный стартер для огромного двигателя. Вон он какой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 горшков. И там еще 8. Обалдеть. Размеры, конечно, просто невероятные. Дизель-поезд Д1 вспоминается там. Тоже такой огромный был дизель. Вообще, конечно, для работы в машинном отделении тепловоза нужно быть каким-то лилипутом, компактным таким, маленького какого-нибудь роста. Поэтому если пойдете работать машинистом для обслуживания, так скажем, техническое, помните, что вы должны быть маленького роста, потому что только маленькие гномы здесь могут пройти. Вторая секция, которая прикреплена сейчас, ну что ж такое, к этому тепловозу, она уже отставлена от работы и пойдет либо просто в лом, либо в ремонт, но скорее всего все на свалку уже. Я знаю, что вас хлебом не корми, дай посмотреть какую-нибудь заброшку, и сейчас специально для вас мы пойдем туда внутрь, конечно же, соблюдая все меры осторожности.
Вот, кстати, сцепка СА-3, которая соединяет между собой две секции. А тут он рай для любителя заброшки. Да, сюда бы какому-нибудь фотографу вот тут стимпанковых фоток наделать. Представляю, что тут творится, конечно, когда заведен этот агрегат. Тут без хороших наушников делать нечего. Как вовремя я купил эти перчаточки, а? Контроллер управления вот здесь еще из самых первых партий. Не в виде руля, вот такой вот баран. 15 позиций, насколько я помню. Можно вдоволь его тут крутить, вертеть. Вот эти тоже обводики такие еще. Сейчас мы отправимся в 2T116U. Там вообще все по-другому. Там уже компьютеризированные. А тут вот такое олдскульное и заброшенное. Все как любят в интернетах. Да, пацанам я бы, конечно, дорого отдал бы за возможность так вот залезть в какую-нибудь заброшку тепловозную и нажимать на кнопули на всякие. Есть все-таки в этой что-то эстетики. Вот буферные фонари, вот эти вот шильдики сделанные, да, металлические, еще оригинальные. Сейчас-то наклейку наклеили и привет. Вот эти вот обводы, да, кто-то запаривался же сделать все с радиусом. Аналоговые приборы. Сейчас, как говорится, стул компьютера нет у человека. За огромный размер и характерный свист на высоких оборотах в среде железнодорожников наш сегодняшний герой получил прозвище «Боинг». Ну вот послушайте, реально похоже. Так же, как и тепловоз 2Т-10В, 2Т-116 называют Фантомасом. Почему Фантомас, не совсем понятно. Может быть, подписчики подскажут в комментариях. Кроме зеленого цвета на ум ничего не приходит. Первый фильм трилогии комедий про зеленоватого злодея с незабываемым Луи де Фюнесом в главной роли увидел свет в 1964 году. А добралась лента до СССР только к началу 70-х, то есть получается почти одновременно с выходом на линию тепловоза 2Т-116. Фильм стал невероятно популярным. Достаточно сказать, что его аудитория составила 45,5 миллионов человек. Причем в СССР его воспринимали за чистую монету, а не как комедию-пародию. И прозвище «Фантомас» в те годы приклеивалось ко всему подряд. Про Боинг советские граждане тоже узнавали исключительно из кинематографа. Несмотря на то, что велись переговоры об использовании самолета Boeing 747 на межконтинентальных маршрутах, до дела так и не дошло. Благодаря американскому кинематографу и его подпольному просмотру, огромный горбатый лайнер стал символом чего-то большого, мощного и нового, как и тепловоз 2Т-116. С 1973 года на тепловозах начали устанавливать обновленную унифицированную кабину машиниста, конструкцию которой с минимальными переделками можно было бы использовать на модернизированных тепловозах серии 2Т-10Л, получившую позже обозначение 2Т-10В. С этим фактом связана некоторая путаница и смута для непосвященных в детали, так как фактически разные тепловозы, у каждого из которых своя история создания и существования, внешне выглядели одинаково, и не специалист вряд ли найдет отличия, да и вообще заметит разницу. Благодаря нам вы теперь об этом знаете. Краткий лайфхак, как визуально издалека отличить 2Т-116 от 2Т-10В, когда шильдик не виден. В общем, кардинальных визуальных отличий немного. Выделим три. Первое, 2Т-10 короче. Второе, у 2Т-10 крыша ровная, а у 2Т-116 горбатая. Горбатый. Это, кстати, еще одна кличка 116-го. И третье, самое главное, для того, чтобы успешно гадать на этой железнодорожной гуще, вам нужно находиться на северной дороге, или в Казахстане, или в Узбекистане, или в Сибири. На худой конец можно попытать счастье в Московской области. В районе Петербурга десяток нет. Классический 2Т-116 производился в течение 36 лет, от сотен штук в год в 80-е до поштучно собранных экземпляров в 90-е. Всего с 1971 по 2007 год было выпущено 1745 секций. Помимо России их можно встретить в Белоруссии, Украине, Эстонии, Латвии и Монголии.
Стоит ли говорить о том, что большая часть из них хорошо себя чувствуют и еще покоптят? Эти знаменитые «Дать медведя» в исполнении 2T-116. А еще есть экстремальные методы очистки выхлопной системы. Иногда, правда, заканчивается фиаско. С 2007 года завод перешел к выпуску усовершенствованной модификации 2T-116U. У, как несложно догадаться, усовершенствованный. Тут увеличенная до 3600 лошадиных сил мощность дизеля, есть реостатное торможение, микропроцессорная система управления и диагностики, из плюшек для бригады кондиционер. Не забываем менять фильтр и своевременно заправлять фреоном. То, о чем я и говорил, современный 2T-116U. Тут уже компьютер, лаконичный контроллер, экраны и на память от 20 века осталось 3 аналоговых манометра. Вот он запущен уже, и мы решили сунуть нос в машинное отделение. Тарахтит, но не так страшно, как тарахтела Машка. В принципе, я думал, что будет вообще сейчас вынос барабанных перепонок, но более-менее ничего, жить можно. Поговорим еще о модификациях. Их много, и поэтому не обо всех и короткой строкой. Сначала экзотика. В нашей стране, богатой природным газом, попытки сделать локомотив на газовом топливе происходят регулярно. На базе 2T-116 в 1988 году был создан один из таких с литерой «Г» в названии и резервом номеров аж 0001. Состоял он из 3 секций, 2 дизельных, как на обычном тепловозе 2T-116, и одной криогенной с газификатором и кучей всякого газового оборудования. Непростое время не позволило проекту пойти дальше. Одна из секций до сих пор прячется где-то в Щербинке. Отдельно нужно сказать пару слов о машине 2T-121. По идее, это должен был быть следующий широкий шаг дальше. Базовая перспективная модель тепловозного парка с мощностью секций по 4000 лошадиных сил. Следующая главная машина вслед за 116-й. Но, как любят писать теперь браузеры, что-то пошло не так. С 77 по 92 год было выпущено 76 экземпляров, и к 94-му все они уже были списаны. Стечение целого ряда обстоятельств, изменяемое на ходу техническое задание, низкая культура обслуживания, некачественные запасные части, нежелание на местах вникать в новую технику и, наконец, распад СССР. Непростое время внесло свои коррективы. В только что открытом музее железных дорог России представлен один из экземпляров этого так и не получившегося главного тепловоза уже несуществующей страны. 2T-116А. История 1981 года. Усеченная до 3000 лошадиных сил, версия 121. 3T-116U, трехсекционный вариант 2T-116. В составе имеется промежуточная секция, у которой в головной части имеется кабина управления упрощенной конструкции с межсекционным переходом. А еще были 2T-116UM для Монголии, UD с двигателями General Electric, UR, модификация с дизелями фирмы MTU. Мы тем временем отправились в ремонтный цех. Как и в случае с тепловозом М-62 на 2T-116 съемная крыша, через которую производится текущий ремонт. Цилиндр от дизеля тепловоза 2T-116. Он какой огромный, он как целое дерево. Пожалуй, самый трэш — это дизель-поезда на базе 116-го. ДТ-116 — дизель-поезд, состоящий из 2 секций тепловоза 2T-116 и нескольких вцепленных между секциями промежуточных вагонов от электропоездов Р-9П. Все 4 поезда этой серии эксплуатировались на линии Воронеж-Касторная. Впоследствии все составы были расформированы, а тепловозы возвращены в грузовое движение. Похожая история была в Луганске. Назывался чудо-поезд ДПЛ-2. 4 вагона с доработанной секцией тепловоза 2T-116. Крайний вагон с другого конца являлся прицепным головным, то есть оснащенным кабиной управления. Остальные вагоны прицепные промежуточные.
Последние 3 серии мы посвятили знаковым локомотивам эпохи. Таким образом, мы отметили 180-летие железных дорог России. Ну а я уже предвижу комменты, а где же еще раритеты? Где ТЭП-70, где ЧМЭ-3? Все это обязательно будет. Смотрите нас и далее, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Это проект «Железнодорожная». Счастливо! Ты идешь там? Тепловозные перчатки одеваю специально.